4 мая 1934 года на берегу реки Заале в Центральной Германии рабочие прокладывали водопровод для нового курорта. В какой-то момент лопата одного из них вошла в землю и наткнулась на слой грунта необычного красного цвета. Через несколько секунд из земли показался человеческий череп. Рабочие решили, что случайно наткнулись на место недавнего преступления. Но рядом с останками лежали предметы, которые явно не могли принадлежать современному человеку. Клыки дикого кабана, просверленные зубы животных, отполированный каменный топор, десятки крошечных лезвий. Все это находилось среди человеческих и звериных костей, перемешанных с землей. Вокруг раскопа быстро собрались люди. Среди них оказался школьный учитель. Именно он первым понял, что перед ними может быть не место преступления, а чрезвычайно древнее захоронение. Он убедил рабочих прекратить раскопки и сообщил о находке в музей города Галле. Через несколько часов на место прибыл археолог Вильгельм Хеннинг. Но часть находок рабочие уже успели вытащить из земли и сложить в одну кучу рядом с раскопом. Из-за этого стало невозможно определить, где именно лежал каждый предмет и как они были расположены относительно друг друга. Для археологов такая информация нередко ценнее самих находок, потому что именно она помогает понять, что происходило здесь тысячи лет назад. Однако главная проблема была впереди. Новый курорт должны были открыть уже на следующий день. Хеннингу сообщили, что к вечеру все работы необходимо завершить. Не сохранилось ни одной фотографии раскопок. Все, что осталось от того дня. Несколько поспешных записей в полевом дневнике археолога и ящики с предметами, извлеченными из земли. И все же этого оказалось достаточно, чтобы начать расследование, которое продолжается уже более 90 лет. За это время ученым пришлось не раз пересмотреть свои выводы. То, что сначала казалось обычным древним захоронением, постепенно превратилось в одну из самых загадочных археологических историй Европы. За последнее столетие в Европе были обнаружены тысячи древних захоронений. Обычно археологи находят лишь несколько каменных орудий, иногда фрагменты, керамики, бусы из кости или раковин. Это неудивительно. Люди того времени жили небольшими кочевыми группами и не владели имуществом. Но находка в Бад-Дюренберге резко выделялась на их фоне. В могиле покоились останки взрослого человека и младенца. Сама могила имела прямоугольную форму и была ориентирована с запада на восток. Судя по сохранившимся следам, ее стены были обложены плетеными настилами из тростника или других растений. Земля внутри была густо окрашена красным природным минеральным пигментом, который тысячи лет использовали в погребальных обрядах по всему миру. Взрослого человека похоронили в сидячем положении. Его колени были согнуты, а ступни упирались в дно могилы. Останки младенца лежали рядом, вероятно, у него на коленях. Однако из-за поспешных раскопок точное положение ребенка не успели зафиксировать, поэтому этот вопрос до сих пор остается предметом научных споров. Все находки отправили в Государственный музей предыстории в Галле, где началось их изучение. И именно здесь история сделала неожиданный поворот. Важно помнить, когда была сделана эта находка. Это произошло не просто в Германии, а в 1934 году, всего через год после прихода к власти национал-социалистов. На первый взгляд эта деталь кажется несущественной, но именно она во многом определила дальнейшую судьбу находки. Новое руководство Германии стремилось использовать археологию как инструмент идеологии. Ему требовалось доказать, что германский народ обладает древним и исключительным происхождением. Центральное место в этой концепции занимала теория так называемой арийской расы. Представление о древнем народе светловолосых и голубоглазых людей, который якобы стоял у истоков всех великих цивилизаций. Немцев и скандинавов объявляли прямыми потомками этих мифических предков, а значит, по версии нацистской идеологии, именно они имели историческое право господствовать над другими народами. Сегодня эта теория полностью опровергнута. Она не имела под собой научных оснований и была частью российской идеологии, которая впоследствии привела ко Второй мировой войне и гибели десятков миллионов людей. Но в 30-е годы власти Германии активно искали любые материалы, которые можно было представить как подтверждение собственных взглядов. Археология стала одним из главных инструментов этой политики.
Всего за неделю до находки в Бад-Дюренберге 27 апреля 1934 года в Германии появилось государственное ведомство, контролировавшее науку, образование и культуру. Оно следило за тем, чтобы исследования соответствовали официальной идеологии. Позже похожие задачи выполняла организация Анинербе, ставшая символом псевдонаучных исследований Третьего рейха. Поэтому богатое древнее захоронение, найденное в Германии, сразу оказалось в центре внимания. Изучением останков занялся антрополог Герхард Хеберер. Он опирался на методы френологии. Учение, согласно которому происхождение, способности и даже характер человека якобы можно определить по форме черепа. Сегодня френология признана псевдонаукой, но тогда многие считали ее вполне серьезной дисциплиной. Изучив череп, Хеберер заявил, что в могиле похоронен мужчина. Кости животных объявили охотничьими трофеями. Каменный топор. Символом высокого положения, а останкам младенца почти не уделили внимания. Так постепенно появилась история, которая идеально соответствовала идеологии того времени. В научных публикациях погребенного описали как охотника, воина и представителя мифической арийской расы, которого объявили одним из далеких предков современных немцев. Так люди, умершие тысячи лет назад, стали частью государственной пропаганды. Их настоящая история отошла на второй план, уступив место версии, которая должна была подтверждать политические идеи своего времени. После этого находки отправили в музей Галле, где они пролежали почти 20 лет. За это время мир изменился до неузнаваемости. После окончания Второй мировой войны музей оказался на территории Восточной Германии. Расовые теории Третьего рейха были официально отвергнуты, а вместе с ними потеряли смысл и прежние выводы археологов. В 50-е годы коллекцию решили изучить заново. На этот раз исследователи рассмотрели не только череп, но и весь скелет. И очень быстро выяснилось, что первая реконструкция была ошибочной. Строение таза, размеры и пропорции скелета практически не оставляли сомнений. Человек, которого десятилетиями считали великим охотником, воином и символом арийского происхождения, оказался женщиной. На момент смерти ей было примерно от 25 до 35 лет. Это открытие полностью изменило представление о захоронении. Но одновременно возник вопрос, который оказался еще интереснее. Если перед археологами действительно была женщина, почему ее похоронили с такой роскошью? Почему рядом с ней оказалось столько редких предметов, если даже большинство мужских погребений той эпохи были значительно беднее? Кем она была при жизни? Чтобы ответить на эти вопросы, сначала нужно представить эпоху, в которой она жила. Без этого невозможно понять, насколько необычной была эта находка. Она умерла примерно 9000 лет назад. До строительства египетских пирамид оставалось около 4500 лет. До появления Стоунхенджа — почти 3000. Первые города Месопотамии возникнут лишь спустя 2500 лет. Все, что мы сегодня называем древней цивилизацией, тогда еще просто не существовало. Европа выглядела совсем иначе. Ледниковый период закончился сравнительно недавно, и природа все еще менялась. Большую часть континента покрывали густые леса, а людей было очень мало. По оценкам исследователей, на территории современной Германии жили всего несколько тысяч человек. Это были охотники и собиратели. Они передвигались небольшими группами по 20-30 человек, следовали за стадами животных, ловили рыбу, собирали ягоды, орехи и съедобные растения. Они еще не знали земледелия, скотоводства, обработки металлов и гончарного дела. Все необходимое изготавливалось из камня, кости, дерева, кожи и растительных волокон. В мире, где люди владели лишь самым необходимым и жили небольшими общинами, одному человеку устроили погребение, которому не было равных во всей Европе того времени. Но и это оказалось далеко не последним открытием. В 70-е годы, когда методы определения возраста стали значительно точнее, исследователи вновь изучили захоронение. И выяснилось, что первые выводы содержали еще одну серьезную ошибку. Долгое время считалось, что погребенный человек был земледельцем. Однако это оказалось невозможным. Женщина из Бад-Дюренберга умерла за 2000 лет до того, как земледелие появилось в этой части Европы. Она никогда не видела обработанных полей, домашних стад или постоянных поселений.
Единственным прирученным животным, которое она, вероятнее всего, знала, была собака. Начиная с 2000-х годов, внимание ученых все больше переключалось с человеческих останков на предметы, найденные в могиле. Постепенно из множества отдельных деталей начала складываться история ее жизни. Первое, что заметили специалисты. Почти все вещи были сильно изношены. Их не изготовили специально для погребения. Это были личные предметы, которыми пользовались долгие годы. Подвеску, сделанную из кости кабана, женщина носила очень долго. Она настолько стерлась с одной стороны, что было понятно, украшение годами касалось одежды или кожи. Костяные иглы тоже были сильно стерты. Ими долго работали, сшивая одежду и шкуры. Не менее важным оказалось повторное изучение костей животных. В 30-е годы ученые решили, что это обычные трофеи после охоты. Но позже выяснилось, что они имели совсем другое назначение. Череп и рога косули, найденные рядом с головой женщины, скорее всего, были частью сложного ритуального головного убора. Подобные предметы археологи уже находили и в других захоронениях этой эпохи, однако здесь их количество и состав оказались необычными. В большинстве таких могил обнаруживают лишь несколько каменных орудий или костяных инструментов. В Бад-Дюренберге же рядом с погребенной лежал богатый набор редких предметов, который явно указывал, что перед исследователями не обычный член общины, а человек, занимавший особое место в своем обществе. Именно тогда исследователи впервые предположили, что перед ними могла быть шаманка. Со временем это определение закрепилось, и сегодня захоронение известно во всем мире как могила шаманки из Бад-Дюренберга. В середине XX века один из исследователей обратил внимание на небольшую особенность основания ее черепа. В области большого затылочного отверстия, через которое головной мозг соединяется со спинным, находился небольшой дефект, похожий на скол. Сначала появилась версия, что это след насильственной гибели, возможно, даже обезглавливания. Однако более детальное исследование ее не подтвердило. На шейных позвонках и соседних костях не обнаружили никаких повреждений. В итоге специалисты пришли к выводу, что перед ними не след травмы, а редкая врожденная особенность строения черепа, с которой женщина прожила всю жизнь. Через этот врожденный дефект, вероятно, проходил кровеносный сосуд. Именно это, на первый взгляд, незначительная анатомическая особенность могла объяснить, почему женщина занимала столь необычное положение среди своих современников. Компьютерная реконструкция показала, что при определенных движениях головы, наклонах, поворотах или сильном запрокидывании сосуд мог частично пережиматься. Это временно уменьшало приток крови к мозгу. Подобные состояния известны и современной медицине. Они могут сопровождаться головокружением, потерей сознания, онемением конечностей, а иногда зрительными и слуховыми галлюцинациями, вызванными кратковременным кислородным голоданием отдельных участков мозга. Сегодня такие симптомы рассматриваются как медицинское явление. Но 9000 лет назад люди не могли объяснить их с точки зрения анатомии или неврологии. Во многих древних обществах человек, который видел то, чего не видели другие, слышал голоса, впадал в необычные состояния сознания или предсказывал события после транса, воспринимался не как больной, а как человек, обладающий особым даром. Считалось, что именно такие люди способны общаться с духами, проводить обряды, исцелять и быть посредниками между миром людей и миром сверхъестественного. Именно так во многих культурах возникала фигура шамана. Если женщина из Бад-Дюренберга регулярно переживала подобные состояния, а особенности ее черепа делают такую возможность вполне вероятной, становится понятнее, почему община относилась к ней с исключительным уважением. В обществе охотников и собирателей такой человек мог занимать положение, которое в более поздние эпохи принадлежало жрецам, оракулам или пророкам. Если эта гипотеза верна, перед нами одна из самых ранних известных духовных лидеров Европы. На ее необычную роль указывают и другие детали. Передние зубы женщины были стерты настолько сильно, что местами обнажилась зубная пульпа, мягкая ткань внутри зуба. Такой износ редко возникает при обычном питании. Обычно он появляется у людей, которые годами используют зубы как инструмент, удерживают ими кожу,
растительные волокна, сухожилия или другие материалы во время работы. Среди предметов из могилы также обнаружили следы красного пигмента, широко применявшегося в древних обрядах. Не исключено, что женщина сама готовила ритуальные краски или регулярно участвовала в церемониях. Постоянно открытая пульпа почти неизбежно приводила к хроническим инфекциям. Исследования костей выявили признаки длительного воспаления в области носовых пазух, которое могло распространиться именно от разрушенных зубов. Возможно, эта инфекция и стала одной из причин ее ранней смерти. На момент смерти женщине было от 25 до 35 лет. Но на этом история не заканчивается. Следы на ее руках, инструментах и зубах говорят об одном: она почти постоянно работала. Причем не охотилась и не изготавливала оружие. Она шила одежду, обрабатывала шкуры, делала украшения и, возможно, готовила ритуальные предметы и краски. Все это требовало огромного количества времени и сил. Судя по степени износа инструментов и зубов, она занималась этим многие годы, несмотря на постоянную боль и хронические болезни. В начале 2010-х годов исследователи смогли извлечь из ее костей древнюю ДНК. Генетический анализ позволил впервые заглянуть в прошлое и восстановить некоторые черты ее внешности. У женщины были голубые глаза, прямые темно-каштановые волосы и темная кожа. Сегодня такое сочетание кажется необычным. Но для специалистов по древней ДНК оно давно перестало быть сенсацией. Именно так выглядели многие европейские охотники и собиратели той эпохи. Светлая кожа, которую сейчас часто считают характерной особенностью европейцев, распространилась значительно позже, когда в Европу пришли первые земледельцы с Ближнего Востока, и произошло смешение разных популяций. С каждым новым исследованием первоначальная версия буквально рассыпалась. Воин оказался женщиной, земледелец оказался охотницей и собирательницей. Обычный член общины, вероятно, был духовным лидером. И все же одна загадка оставалась. Кем был младенец, похороненный рядом с ней? Выяснилось, что ребенок не был ее сыном или дочерью. Однако между ними существовало родство. Они принадлежали к одной материнской генетической линии, а значит, имели общего предка по женской линии. Возможно, это был племянник, внучатый родственник или представитель другой ветви большого рода. На момент смерти ребенку было всего от 6 до 12 месяцев. Определить его пол исследователям так и не удалось. Почему их похоронили вместе, до сих пор остается одной из главных загадок этого захоронения. Люди, совершавшие погребение, явно считали связь между женщиной и ребенком настолько важной, что поместили их в одну могилу и окружили единым ритуальным комплексом. Но что именно их связывало? Кровное родство, духовная связь или особый общественный статус? Мы, вероятно, уже никогда не узнаем. Любопытно, что на протяжении десятилетий внимание исследователей было сосредоточено исключительно на женщине. В научных публикациях и музейных реконструкциях ее часто изображали одну, словно младенца рядом вовсе не было. О ребенке обычно упоминали лишь вскользь, и лишь в последние годы археологи начали рассматривать его как важную часть этой истории. Сегодня все больше специалистов считают, что понять смысл захоронения невозможно, если изучать только одного из погребенных. В 2019 году археологам удалось с высокой точностью определить место раскопок 1934 года. Когда участок обследовали повторно, выяснилось, что первая экспедиция успела извлечь далеко не все. Часть погребения так и осталась нетронутой. На этот раз никто не ограничивал исследователей во времени. Вместо поспешных раскопок они извлекли из земли два огромных блока грунта общим весом около 12 тонн и перевезли их в лабораторию Государственного музея предыстории в Галле. Там археологи начали буквально разбирать могилу по миллиметру. Каждый слой документировали, каждый найденный предмет фиксировали с максимальной точностью, а весь грунт просеивали через тончайшие сито, чтобы не упустить даже самые мелкие находки. Результаты превзошли все ожидания. Исследователи обнаружили десятки предметов, которые в 1934 году просто невозможно было заметить. Среди них оказались дополнительные зубы животных, мелкие фрагменты костей и крошечные бусины.
Но самым неожиданным открытием стали отпечатки гусиных перьев, сохранившиеся в грунте. Именно они помогли восстановить одну из самых впечатляющих деталей погребения. Судя по их расположению, перья были частью сложного головного убора, в который также входили череп и рога косули. Получается, женщина была похоронена в церемониальном облачении, состоявшем из костей, рагов и птичьих перьев. Подобный ритуальный костюм существовал за тысячи лет до появления первых храмов, царств и известных нам жреческих культов. Но самое удивительное открытие ожидало археологов не в самой могиле. Примерно в метре перед захоронением они нашли еще два ритуальных предмета, изготовленных из черепов и рогов косуль. Оказалось, что эти предметы были изготовлены примерно на 600 лет позже самой могилы. 600 лет. Чтобы представить этот промежуток времени, достаточно сравнить его с нашей эпохой. 600 лет назад Европа еще жила в позднем Средневековье. Жанна д'Арк была жива. До путешествия Колумба оставались десятилетия. И все это время люди продолжали приходить к могиле женщины, умершей тысячи лет назад. Они приносили подношения, оставляли ритуальные предметы и, вероятно, проводили обряды. Это означает, что память о ней сохранялась не одно поколение и даже не несколько десятилетий, а как минимум 6 столетий. Для общества, которое не знало письменности, не имело книг, храмовых архивов и любых других способов фиксировать информацию, это кажется невероятным. История одного человека передавалась исключительно устно, от родителей к детям, из поколения в поколение. И этой традиции оказалось достаточно, чтобы конкретное место и память о конкретной женщине сохранялись на протяжении примерно 30 поколений. В какой-то момент эта цепочка памяти все же оборвалась. На эти земли пришли новые народы. Вместе с ними появились земледелие, скотоводство и совсем другой образ жизни. Старые обряды постепенно исчезли, а место захоронения оказалось забыто. Со временем могилу скрыли слои почвы, и она исчезла на 9000 лет. Пока однажды лопата строителя случайно не вернула ее миру. Люди, хоронившие эту женщину, не думали о будущих археологах. Они не пытались оставить послание потомкам и не строили памятник на тысячелетия. Для них это были последние проводы человека, которого они знали всю жизнь. Возможно, именно она лечила их, проводила обряды, изготавливала одежду и украшения, помогала принимать важные решения. А может быть, именно к ней приходили тогда, когда происходило то, чему никто не мог найти объяснение. 9000 лет спустя наука смогла восстановить удивительно многое. Мы знаем, какого цвета были ее глаза, как она выглядела, чем занималась и даже какими болезнями, вероятно, страдала. Но главный вопрос так и остался без ответа. Кем, по-вашему, была женщина из Бад-Дюренберга на самом деле? Шаманкой, целительницей, духовным лидером или человеком, чью роль мы пока просто не способны понять? Почему память о ней сохранялась почти 600 лет, если у людей того времени еще не было письменности? Напишите свое мнение в комментариях. Если вам нравятся документальные расследования, основанные на научных исследованиях и реальных археологических открытиях, поддержите это видео лайком и обязательно подпишитесь на канал.